В этом видео я 24 часа делал ставки на спорт, используя прогнозы от ChatGPT. И в этом видео вы узнаете, как сделать так, чтобы ChatGPT давал прогнозы на матчи, сравним их с прогнозами в интернете и, конечно, узнаем, сколько получилось заработать, следуя этим прогнозам. Поверьте, результат вас удивит. Ну и сразу дисклеймер. Ставки зло, не ставьте ставки, рекламы букмекерской конторы тут нет и не будет, на дистанции вы всегда окажетесь в минусе, а букмекер на вас заработает. В общем, не повторяйте то, что будет проделано в видео, а все, что я делаю, никак не является финансовым советом и руководством к действию. Спасибо. Ну и переходя к сути ролика, хотелось бы сказать, что недавно вышло видео на моем канале, где я разобрал один из самых простых способов взлома ChatGPT. Если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Видео короткое, но очень полезное. Как раз с помощью данного взлома мы сможем легко получать прогнозы от ChatGPT. Ну и для объективности данного эксперимента я решил использовать 10 событий из 5 разных дисциплин. То есть суммарно я сделаю 10 ставок. Для этого я специально пополнил счет на $100 в неизвестной букмекерской конторе и расставлю это все равными частями по $10. И из популярных дисциплин я решил выбрать футбол, баскетбол, хоккей, теннис и волейбол. Ну а теперь мы можем открывать всеми любимый ChatGPT и сайт неизвестной букмекерской конторы и начинать генерировать прогнозы. Но перед этим, конечно же, надо открыть мой телеграм-канал. Но нет, никаких ставок и ничего с ними связанного в нем нет. Но зато там лежит тот самый скрипт из последнего видео, который позволяет ChatGPT не придерживаться правил компании OpenAI. Ведь если я спрошу прогноз на матч в обычном облике ChatGPT, он наотрез откажется мне его говорить. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на... Ну и первым делом возьмем рандомный матч и посмотрим, как будет реагировать ChatGPT. Сегодня в английской премьер-лиге играет Тоттенхэм и Челси. Я задаю вопрос обычному ChatGPT, кто же победит? Однако в таком обличии вам придется сильно попотеть, чтобы добиться от него ответа. Ну и далее мы берем наш магический скрипт, который, конечно же, находится в закрепе моего телеграм-канала, ссылка на который по счастливой случайности ждет вас в описании к этому видео. Отправляем весь скрипт сообщением в ChatGPT. Получаем соответствующее подтверждение, что ChatGPT был успешно взломан, и снова задаем ему такой же вопрос: победит Тоттенхэм или Челси? Ну а так как большинство ответов данной версии ChatGPT будет включать два ответа, сначала получаем ответ классического ChatGPT, опять же, что он не может дать прогноз, так как у него нету доступа к базам. А вот наша взломанная версия сразу же отвечает, что сегодня Тоттенхэм выиграет у Челси со счетом 2-1, но не может гарантировать точность своего прогноза. Однако этот ответ меня просто шокировал дважды. Для начала я не ожидал увидеть прогноз с точным счетом, но это ладно, почему он сказал, что Тоттенхэм выиграет у Челси именно сегодня? Ведь я взял рандомный сегодняшний матч. И даже проверив это с другим матчем, ChatGPT уже больше не уточнял насчет сегодня, завтра или другого числа. Так может он все-таки имеет доступ в интернет и мы чего-то не знаем? Ну и чтобы добавить интереса данному эксперименту, я решил сравнивать прогнозы ChatGPT с прогнозами, которые вы можете найти в интернете. Это никак не будет влиять на мое решение, ставить я буду только на основании мнения ChatGPT. Ну и раз я уже получил прогноз на матч Тоттенхэм-Челси, давайте первым делом посмотрим, что говорят аналитики в интернете. Я буду брать 3 первых сайта из Гугла по запросу прогноз, естественно из тех, которые дают свой прогноз именно на победу, потому что мы не будем ставить на тоталы и прочие события, только победы или ничьи, если, конечно, ChatGPT вообще будет прогнозировать ничью. И из 3 найденных мной сайтов мы получаем немного разностороннее мнение. Первые 2 прогнозируют победу Тоттенхэма и еще один советует ставить двойной шанс на Челси, что означает, что Челси не проиграет, то есть и ничья, и победа Челси является выигрышным исходом. Но я действую исключительно по прогнозам ChatGPT, поэтому пополняю счет на $100 и начинаем ставить. Хоть ChatGPT и дает нам точный счет, ставить мы, как я уже говорил, будем именно на победу. Так мы сократим риски, а прогноз по счету мы все равно в итоге проверим. Поэтому ставим $10 за коэффициент 2,9 и наш возможный выигрыш $29. Кстати, коэффициент на счет 2,1 в моменте ставки был 9.9, то есть поставив $10 мы бы забрали 99, но результат этого матча мы узнаем позже. Сейчас нам надо расставить оставшиеся $90. Для этого выберем второй матч из футбола, так как я ставлю исключительно в рамках дня, выбор у меня не сильно большой, и я решил выбрать Бундеслигу, матч Фрайбург и Байер. Спрашиваем у нашего взломанного ChatGPT его мнение насчет этого матча, но он почему-то не хочет отвечать нам на языке вопроса, поэтому я продублирую перевод для вас. Нейросеть сделала свой выбор в сторону победы Фрайбурга, причем опять будучи уверенным в счете 2-1. Смотрим коэффициенты, и действительно букмекер также уверен больше в победе Фрайбурга, дает на нее коэффициент 2.19 против 3.22 на победу Байер. Смотрим, что нам скажут прогнозисты, и действительно, я встречаю 3 похожих
похожих прогноза на победу Фрайбурга, и что странно, я также вижу прогноз на точный счет 2-1. Совпадение ли это? Неизвестно, узнаем только по завершению матча. Но напоминаю, что ставлю я только основываясь на мнении и прогнозе ChatGPT, даже если он пойдет против всех прогнозистов. Но сейчас у нас все более-менее совпадает, поэтому делаю ставку на победу Фрайбурга за коэффициент 2.19, и наш возможный выигрыш составляет $21 и 90 центов. А на этом ставки на футбол заканчиваются, и переходим к следующей дисциплине, а именно баскетбол. На сегодня нам доступны только турниры NBA, 4 матча, из них я возьму матчи со знакомыми многим командами, это Chicago Bulls и Los Angeles Lakers, да и наблюдать за данными матчами будет интереснее. Первое событие — это встреча Lakers и Dallas Mavericks. Букмекер тут верит полностью в победу Dallas и дает на нее коэффициент в 1.57 против 2.43 на победу Lakers. Перемещаюсь в ChatGPT, чтобы узнать его мнение насчет данной встречи. Для удобства и скорости ответа в ChatGPT я буду задавать вопросы на английском и дублировать для вас перевод. Так ChatGPT работает намного корректнее. И действительно мы получаем ответ в виде прогноза на однозначную победу Dallas Mavericks в этом матче. Причем в этот раз ChatGPT даже не намекает нам на то, что прогноз может быть не точен, он без сомнений уверен в победе Dallas. Проверим, что говорят в интернете, и среди топовых сайтов мы не находим ни одного опровержения данному прогнозу, все обеими руками за победу Dallas, ровно так же, как и предсказывает нам ChatGPT. Поэтому без промедления я ставлю на нее за коэффициент в 1.57. Наша ставка принимается, и возможный выигрыш составляет $15 и 70 центов. А вторым матчем в дисциплине баскетбол у нас будет встреча Chicago Bulls и Washington Wizards. Букмекер отдает свое предпочтение победе быков за коэффициент 1.57 против 2.43 на победу Washington Wizards. А теперь узнаю, что думает ChatGPT на этот счет. Спрашиваю у него прогноз на данный матч, и он, немного подвергая сомнению собственный прогноз, все-таки дает перевес в пользу Чикаго, утверждая, что они победят с небольшим отрывом. Окей, пойдем смотреть, что предлагают в ваших интернетах. Большинство прогнозистов тут воздерживаются от ставок на победу, предлагая ставить в основном на тотал. Однако я нашел 3 прогноза, причем 2 из которых за победу Вашингтона. Тут мы и узнаем, кто более талантливый прогнозист. Я, как и прежде, доверяю мнению ChatGPT и гружу $10 на победу Чикаго за 1.57. Мой возможный выигрыш $15 70 центов, а далее мы переходим к дисциплине хоккей, где поставим еще 2 ставки. В хоккее я взял Лигу США НХЛ, и первым матчем, который будет проходить в день моего эксперимента, будет встреча Buffalo Sabres и Washington Capitals. Коэффициенты примерно равные, и интересно мнение ChatGPT на этот матч. Переходим, повторно взламываем ChatGPT нашим скриптом и спрашиваем. И ChatGPT считает, что Buffalo Sabres одержит убедительную победу над Washington Capitals, снова напоминая нам о том, что его прогнозы нельзя воспринимать всерьез. Но мы-то знаем, что так скажет любой прогнозист. Кстати, самое время узнать, что думают прогнозисты в интернете насчет данной встречи. И из того, что мне удалось найти, опять очень мало прогнозистов решили сделать высказывание насчет победы одной из команд. Однако мне все-таки удалось найти 3 сайта, на которых также был указан прогноз на победу Buffalo. Иду на БК и ставлю свои $10 на них за коэффициент 2.34. Возможный выигрыш, соответственно, составляет $23 и 40 центов. Второй матч в лиге НХЛ я взял также примерно с равными коэффициентами, чтобы добавить немного риска в мой эксперимент. Это встреча Winnipeg Jets против New York Islanders. Тут нет явного перевеса, но предпочтение букмекера за Winnipeg. Осталось узнать, что считает ChatGPT на этот счет. Получаем сначала классический ответ, а затем сам прогноз, где ChatGPT считает, что эту встречу выиграет Winnipeg. Самое время сравнить эту информацию с тем, что считают прогнозисты в интернете. В этот раз мне удалось найти только 2 прогноза и лишь краем глаза зацепить статистику встреч. Что удивительно, но в последних 5 встречах этих команд Winnipeg только проигрывал, поэтому будет особенно интересно посмотреть на это. Прогнозы же, в свою очередь, оказались разными. Один за победу Winnipeg, а другой сайт пророчит победу New York Islanders. Я же, в свою очередь, согласно эксперименту, иду к букмекеру и ставлю свои кровные $10 на победу Winnipeg Jets за коэффициент 2.16, и мой возможный выигрыш равен $21 и 60 центам. А на этом со ставками на хоккей все, и переходим к теннису. В теннисе же меня ждали муки выбора матча, потому что коэффициенты часто идут в пользу одного человека, и ситуация в виде коэффициента 1.05 против коэффициента в 9 это абсолютно нормально в мире тенниса. Наверное, я никогда не ставил на теннис и, соответственно, ни капли в нем не разбираюсь. Для меня самое главное выбрать более-менее популярных личностей, чтобы ChatGPT, узнав их, смог дать какой-то прогноз. Я решил взять женскую ассоциацию тенниса, она же WTA, и 2 случайных матча на сегодня. Первую встречу я взял Лесю Цуренко и Анну Конюх. Совершенно рандомный матч,
букмекеры отдают предпочтение Цуренко с коэффициентом 1.41 на ее победу против 2.78 на победу Конюх. В этот раз я решил сначала посмотреть мнение прогнозистов в интернете, но понял, что походу в теннисе крайне редко ставят на победу, в основном на разные сеты, тоталы и форы, но мы ставим только на победу, и такой прогноз я нашел только один. Однако и он не был однозначным, и победа была обозначена в процентных соотношениях, и я пошел к ChatGPT спрашивать, кто же победит. ChatGPT, немного помешкався, отдал свое предпочтение Цуренко, пометив, что в теннисе может случиться все что угодно, но мы ребята рисковые, поэтому идем и грузим $10 на Цуренко. Ставка успешно принимается букмекером за коэффициент 1.41 с возможным выигрышем в 14 с лишним долларов. А следующая ставка придется на встречу Камилы Рахимовой и Кимберли Бирелл. Букмекеры отдают свое предпочтение Кимберли, посмотрим, что скажет ChatGPT. Задаем классический вопрос и получаем прогноз на победу Рахимовой, однако ChatGPT опять назойливо напоминает нам, что это теннис и может случиться все что угодно. И на этот момент я подумал, а что если данная взломанная версия ChatGPT просто каждый раз дает прогноз на первую из двух команд? Я удалил все диалоги, начал новый и задал ему точно такой же вопрос, только в этот раз поменял игроков местами. Но каково было мое удивление, что ChatGPT действительно уверен в победе Рахимовой, несмотря на позицию игроков в запросе. Это радует, а то я уже был готов к тонне хейта. Так вот, это сноска для хейтеров, в этот раз это не рандомайзер. А я в свою очередь пошел проверять прогнозы в интернете, однако не нашел там ничего связанного с победой одной из участниц, поэтому просто пошел ставить сразу, доверившись ChatGPT. Причем так доверился, что даже забыл включить запись, поэтому показываю вам запись уже с заполненного купона. Поставил я за коэффициент 2.26, возможный выигрыш $22 и 60 центов. Ну и последняя дисциплина, на которую мы будем ставить согласно прогнозам от ChatGPT, это волейбол. Тут тоже очень было сложно разобраться в лигах и командах, поэтому для увеличения шанса на точный прогноз я беру единственный матч из Лиги США и вторым матчем взял Лигу Италии. Первая встреча команды Даймен и Сент-Фрэнсис Бруклин. Полностью равные коэффициенты на победу по 1.75. Букмекер считает, что это матч 50 на 50. Прогнозов в интернете найти не удалось, поэтому будем надеяться, что ChatGPT даст нам какой-то прогноз. Переходим в ChatGPT и спрашиваем его прогноз. И опять ChatGPT нам утверждает, что он уверен, что победят Wildcats. Так еще и утверждает, что у него есть доступ к внутренней информации о стратегии. Окей, тогда быстро перемещаемся и грузим на Diamond Wildcats за 1.75. Ставка принята, возможный выигрыш $17,5. Переходим к последней ставке. Кунео и Санта-Кроче. Это название команд, навстречу которых мы сделаем финальную ставку, после чего я покажу все результаты. Это серия А2 в Италии, букмекер отдает свое предпочтение на Кунео за 1.48 против победы Кроче за 2.54. Прогнозы в интернете я также не нашел, поэтому отправляемся в ChatGPT, чтобы спросить, кто же победит. В этот раз уже не так уверенно, но все-таки делает прогноз в пользу победы Кунео, помечая, что в волейболе может случиться все что угодно. А я в свою очередь перешел к букмекеру и залил свои последние $10 на победу Кунео за коэффициент 1.48. Ну а теперь, когда все ставки расставлены, я жду, когда сыграют все команды, предлагаю вам прямо сейчас подписаться на канал, обязательно поставить лайк этому ролику и поделиться этим видео с друзьями. А еще мне очень интересно, сможете ли вы угадать прямо сейчас, сколько в итоге ставок зашло. Прямо сейчас пишите в комментариях цифру, проверим вашу интуицию и веру в ChatGPT. Ну а если вы впечатлились данной работой ChatGPT, то можете прямо сейчас перейти в мой телеграм-канал, где я уже подготовил для вас скрипт для взлома и 45 полезных нейросетей для всех сфер. QR-код прямо сейчас на экране и, естественно, ссылка в описании. Ну а теперь смело можно переходить к результатам. Думаю, что пойдем в том же порядке. Вспомним нашу первую ставку. Тоттенхэм против Челси. ChatGPT был уверен, что счет будет 2-1, и он оказался чертовски близок, но матч закончился со счетом 2-0. Но так как я ставил только на победы и загрузил свои $10 на Тоттенхэм, я с радостью с первой же игры забираю свои $29. Я считаю, отличное начало. Вторым футбольным матчем был Фрайбург-Байер, где ChatGPT также пророчил нам счет 2-1 в пользу Фрайбурга, где я и загрузил на его победу. И он снова был очень близок, однако Фрайбург немного не дотянули, и матч, к сожалению, закончился в ничью со счетом 1-1. Я потерял эти $10, но тем не менее все еще нахожусь в плюсе. Следующей же ставкой у нас начался баскетбол. Первый матч Dallas против Lakers. В этом прогнозе ChatGPT был полностью уверен в победе Dallas, но что самое интересное, первые два периода они действительно лидировали, но потом, видимо, что-то пошло не так, и Dallas проиграли с минимальным разрывом в 3 очка, набрав 108 очков против 111 у Lakers. Тут снова минус, сочтем его за недоразумение, так как всего один 3-очковый отделял Dallas от того, чтобы сравнять счет. Тем не менее, данное недоразумение забирает у меня также $10. И следующий баскетбольный матч это Chicago Bulls и Washington Wizards. Тут ChatGPT прогнозировал победу Chicago Bulls с небольшим отрывом, но в итоге победили действительно Chicago Bulls, но с отрывом в 20 очков,
что достаточно прилично на фоне предыдущего матча. Однако коэффициент был не столь интересный, но все равно забираем свои $15 и 70 центов. Далее у нас был хоккей. Первая встреча Buffalo Sabres и Washington Capitals. Вспоминая прогноз ChatGPT, нам обещали убедительную победу Buffalo Sabres. Что же мы имеем по факту? Счет 7-4 в пользу Buffalo. Это и есть та самая убедительная победа, и еще плюс $23 и 40 центов в копилочку. Далее вторая встреча на льду была между командами Winnipeg Jets и New York Islanders. Тут ChatGPT нам говорил про победу Winnipeg, что они в лучшей форме, но игра заканчивается со счетом 0-4, не оставляя ни малейшего шанса. Это я считаю первой грубой ошибкой в прогнозе, хотя возможно что-то сказалось на игре, однако результат в итоге ни разу даже не близкий к победе, ну и естественно я теряю $10 тут. Далее у нас шел теннис. Первая встреча Леся Цуренко и Анна Конюх. Тут ChatGPT давал нам неуверенный прогноз в пользу Цуренко. К счастью, встреча закончилась именно так, 2-0 по сетам в пользу Цуренко и плюс $14 и 10 центов мне на баланс. Вторая же встреча по теннису была между Камилой Рахимовой и Кимберли Бирелл. Вспоминаем прогноз ChatGPT, точнее нет, у нас было целых два прогноза, потому что я менял игроков местами, и оба прогноза были на победу Рахимовой. Однако я подвергал его мнение некоторым сомнениям, ведь букмекеры давали на ее победу достаточно высокий коэффициент 2.26. Но по истечению двух сетов и счета 1-1 в третьем сете Рахимова выбила победу со счетом 7-5 в третьем сете, что принесло мне плюс $22 и 60 центов. Ну и последней дисциплиной у нас был волейбол. Первый матч в американской лиге, встреча Даймен и Сент-Фрэнсис Бруклин. Наша 9-я ставка и прогноз от ChatGPT был на победу Даймен Wildcats с комфортным отрывом. Причем в этом прогнозе он был даже слишком уверен и сказал нам, что у него есть доступ к какой-то внутренней информации команд. На удивление ChatGPT вообще не подвел, и они забрали эту игру со счетом 3-0. При этом в каждом периоде они действительно побеждали с комфортным отрывом в 7-8 очков. Браво ChatGPT и плюс $17,5 в копилку. Давайте посмотрим, что у нас в последней ставке. Встречались Кунео и Санта-Кроче. ChatGPT давал нам прогноз в виде победы Кунео со счетом 3-1, и счет действительно оказался 3-1, но не в нашу пользу. Кунео проиграли Санта-Кроче, и прогноз не зашел, забрав мои $10. Что же мы имеем в итоге? 6 выигрышей и 4 проигрыша. Напомню, что я внес на депозит $100 и ставил по $10 на каждую ставку, и по итогу мой баланс составил $122 и 31 цент, что составляет плюс 22% к депозиту менее чем за сутки, или $22 и 31 цент чистой прибыли. В целом мне понравился данный эксперимент, и если вы поддержите этот ролик и он наберет больше 1000 лайков, то я выпущу еще одну часть, где я проверю способность ChatGPT давать прогнозы на большем количестве матчей и поставлю сразу 30 или 50 ставок, чтобы это было еще более объективным. Поэтому не забудь поставить лайк и оставить свой комментарий внизу. А мне остается только попрощаться с вами. Напомню, что ставки это в любом случае азарт, и не стоит думать, что сейчас ChatGPT вам нагенерит миллионы долларов. Подходите ко всему с умом, не заигрывайтесь, всем профита и до встречи в следующем видео.